Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Для стильной и эффектной модели, которая сейчас перед вами, вам точно не понадобится богатый вязальный опыт, потому что узор и модель вяжутся совсем легко и не напряжно. Это отличительная особенность именно данной модели, я ее за это и выбрала. Посмотрите, очень эффектно, очень красиво смотрится. Специально вам показываю фотографии. Это китайский бренд Shein. И, в общем, вот такую модельку я нашла. Мне она просто поразила своей простотой. Вы увидите схему этого узора, вы поймете, что просто проще простого. В этом мастер-классе мы с вами будем делать все для того, чтобы вы связали эту модель без всяких приключений. С высокой планкой, да, то есть мы, в принципе, можем назвать эту модель свитером, да, но я его называю джемпером с высокой планкой, мне кажется, что это более правильное название. Так, свободный крой, спущенный рукав, классика, вяжется спинка перед отдельно, рукава отдельно, все сшивается. Такой принцип вязания этой модели. Рукава широкие, сразу предупреждаю, да, видно. В нашем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц, расчет плотности. Мы вяжем образец узора с вами. Мы делаем расчеты с 42 размера по 54 прямо здесь. В этом мастер-классе я вам все попетельно рассказываю, откуда что берется, сколько набираем, сколько закрываем, как это все сделать, в какой последовательности. Всем, кому нравится данная модель, девочки, оставим со мной на этом мастер-классе и смотрим внимательно все объяснения. Итак, для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine из серии Classic. Эта пряжа турецкого производства. В составе имеет 51% акрила и 49% шерсти. Цвет 173. Такой, знаете, не совсем он коричневый, а какой-то у него есть еще некий такой... розоватость, что ли, какая-то присутствует. Спицы используем 3,5 для вязания. И вот так выглядит наш узор. Связано здесь несколько раппортов. Очень простой и очень элегантный узор. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Вертикальные дорожки у нас идут. Рельефные такие, да, и зрительно очень будут стройнить фигуру. Хороший узор, красивый. Как вы видите, эффекта резинки в нем нет. Смотрите, видите, это нормальное полотно. Кто будет бояться резинки, что там что-то будет стягивать, она не будет стягивать. Вы видите, в расправленном виде, в отпаренном, никакого растяжения не наблюдается. Это не эффект резинки, девочки. Это будет нормальное, хорошо такое полотно выглядящее. И вот я вам приближаю узор. Очень простой узор. 6 петель всего у нас раппорт узора. Итак, давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора выглядит вот таким образом, девочки. Обращаю ваше внимание. У нас с вами всего лишь 4 ряда раппорта узора с 1 по 4 и с 5 повтор раппорта, да, идет. 6 петель ширина этого раппорта. И здесь у нас самый сложный элемент – это перекрестить 3 петли налево. Вот этот знак обозначает перекрещивание. 2 петли у нас идут налево, а 1 у нас за работой. Вот эти вот горизонтальные черточки – это изнаночные петли. То есть вот такой простейший узор, как я вам, в принципе, и говорила. Да?
Далее у нас интересный момент выкройка. Вот так выглядит выкройка. Спущенный рукав, классика, ничего сложного. Более детально мы с вами все размеры рассмотрим в части, когда свяжем узор и начнется расчетная часть. Да? Это самый конец видео. Обычно последние там 10-15 минут я на это уделяю. Вот. Здесь, конечно, размеров нет, но здесь есть сама выкройка. Здесь можно ставить свои размеры смело. Вот так выглядит наш с вами джемпер. И вот мое описание, которое я выкладываю всегда под видео, девочки. Размеры сегодня у нас используют 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Да? То есть вот так. Здесь идет последовательность всех ваших действий при вязании. Вот, по петельно мы с вами разбираем. Я объясняю каждую петельку, откуда она взялась, да, то есть откуда взялись эти 107, 119 петель и так далее. Да. Я это все вам объясняю. Как расположить узоры, продолжить работу узором, смотреть видео-мастер-класс. Это вот как раз я вам рисую, я вам наглядно объясняю, откуда, сколько раппортов и как они располагаются друг за другом. Вот, откуда берутся эти петли. Объясняю, да? Вот, ну, в общем-то, все остальное вы здесь прочитаете. Реально очень простая модель. Идеально подходит для девочек, которые пытаются научиться, которые смело берутся. Вот эта модель, думаю, не вызовет у вас затруднений, девочки. Вы научитесь не только быстро перекрещивать петли, вот, но вы научитесь и ненапряжно отдыхать с вязанием. Знаете, иногда хочется такую модельку взять, вот сама по себе знаю, да, когда не нужно напрягаться, каждый раз заглядывать в схему. Вот именно эта модель, она вот именно из этой оперы, да, скажем так, из легкой оперы, но очень эффектной и красивой. Это такие нюансы, нужно их беречь и часто употреблять в жизни. Они украшают нашу жизнь. Будем вязать образец узора. Схема узора у нас с вами совсем простая. Это 6 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Совсем простая схемочка. Для образца я набрала 29 петель. Ну, чтобы нам было из чего посчитать плотность, девочки. И сейчас я хочу вам показать вспомогательный ряд. А потом мы с вами раппорты свяжем. Давайте свяжем. Начнем с того, что мы будем просто распределять, скажем так, петли. 29 петель и вывяжем 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые. Кстати, меня просили в последнем видео показать медленно, как я вывязываю изнаночную. Может быть, действительно кому-то интересно. Я даже, честно сказать, не задумывалась, что в этом может быть какая-то для вас загадка. Я подхватываю ниточку вот так, как изнаночную, да, просовываю вот так спицу за переднюю стеночку. Вот так завожу ниточку так, и вот так вывязываю. Все, сбрасываю опять. Вот так беру, накидываю ниточку, как при изнаночном вязании, за переднюю стеночку завожу, спицу назад, ниточку вперед и вот так вывязываю. Все. Еще раз показываю. Раз. Сюда завожу одновременно спицу. Вот таким образом пальчиком шевелю, чуть-чуть там, да, ниточку завожу, вывязываю. Может быть, кому будет интересно. Дальше 3 лицевые. 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Вот эти вот 3 изнаночные у нас с вами для симметрии, как бы мы их взяли, да? То есть у нас получается с вами 4 раппорта и получается 3 петли для симметрии. Вот эти первые 3 петли для симметрии у нас вяжутся. И 4 раппорта. Раз, два, три, 4. По 6 петель. Затем у нас идет все четные ряды в этом узоре вяжутся, как смотрят петли. То есть вот смотрят у нас 3 лицевые, мы их вяжем 3 лицевые. Смотрят на нас 3 изнаночные, мы вяжем 3 изнаночные. Так до конца ряда.
теперь вяжем первый ряд узора нашего. Значит, первые 3 петли у нас это для симметрии, 3 изнаночные. Начинаем раппорт. Значит, у нас 3 петли будем перекрещивать налево. Первые 2 петли у нас снимаю, все 3 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 петли у меня будут перед работой. Последнюю, третью я освобождаю. Вот она у нас, видите, там торчит. И с помощью правой спицы аккуратно возвращаю ее за работой на левую спицу. Все, у меня перекрещены 3 петли. Все 3 я провязала лицевыми. Все. Дальше идут 3 изнаночные. Раппорт связан. Следующий раппорт вяжем. Снова то же самое. 3 петли переснимаю на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующая за работой. Я ее высвобождаю и с помощью правой спицы на левую одеваю первой. И вяжу все 3 петли лицевыми. 3 изнаночные. Второй раппорт связали. Третий вяжем также 3 петли. Перекрещиваем налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. Меняем их местами и вяжем как 3 лицевые. Три изнаночные. И последний 4-й раппорт вяжем. Также перекрещиваем 3 петли налево. Первые 2 перед работой, третья за работой. Поменяли их местами и провязали как 3 лицевые. 1, 2, 3. И далее еще 3 изнаночные. Все раппорты связали. Кромочный провязали изнаночный, перевернули наше вязание. И сейчас у нас изнаночные ряды вяжутся, как смотрят петли. Третий ряд у нас с вами совсем простой. Мы вяжем 3 петли перед раппортом для симметрии. И раппорт у нас вяжется 3 лицевые, 3 изнаночные. Следующий раппорт опять 3 лицевые, 3 изнаночные. 3 лицевые, 3 изнаночные. И 4-й раппорт опять 3 лицевые, 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. 4-й ряд у нас изнаночный вяжем, как смотрят петли. С 5-го ряда у нас идет повтор раппорта. То есть мы вяжем то же самое, что сейчас связали 1, 2, 3, 4 ряды. Повторяем. Вот так у нас выглядит наш узорчик. Нам уже достаточно образца для того, чтобы сделать расчет плотности. И сейчас мы с вами будем делать расчет плотности. Для этого необходимо предварительно сделать влажную тепловую обработку образца. Так, влажную тепловую обработку делаем горячим паром. Вот таким образом обдаем наш образец. Он становится влажный, податливый. Тянем его в разные стороны, девочки. Тянем, потянем. Ничего с ним не случится, если мы его очень чрезмерно вытянем. На края обращаем внимание, они у нас не должны загинаться. Их надо выпрямить, потому что они у нас в расчетах будут участвовать. Вот эти кромочные. Выпрямляем края. Все, выпрямили. Так. Насколько это возможно, выпрямили, да? Оставляем красоту сохнуть. Итак, у нас с вами все высохло. Все такое прям стало хорошее. Вот так выглядит узорчик. Очень такой нежный, тонкий получается полотно вязаное. Так, и давайте померяем с вами. У меня 13 сантиметров получается. Мы набирали 29 петель. 29 делим на 13 сантиметров. Плотность 2,2. Надо записать. Запишем, что в 1 сантиметре 2,2 петель умещается. Вот такая плотность у нас. Теперь по вертикали.
измеряем высоту образца связанного. У вас будет, наверное, своя высота. Я вам показываю, получается, для примера. Так, у меня получается 10 сантиметров. Сейчас скажу, сколько это рядов. 25 рядов я посчитала. И вместе со вспомогательными все тут 25 делим на 10 сантиметров. Ну, тут можно было устно посчитать 2,5 плотность по вертикали. Запишем, что в 1 сантиметре по вертикали у нас умещается 2,5 ряда. Вот так получается. Ну а сейчас с этими расчетами к выкройке обращаемся и делаем описание на несколько размеров. Вот такую выкройку будем, девочки, использовать для того, чтобы делать расчеты. И у нас будет сегодня много размеров с 42 по 54. Итак, ширина спинки для 42-44 я сделала 49 сантиметров. Для 46-48 я сделала 54 сантиметра. Для 50-52 57 сантиметров. И для 54-го 59,5 сантиметров. В петельном эквиваленте у меня получилось 107 петель. Соответственно, по размерам 119 петель, 125 и 131 петля. Как располагаем узоры, откуда взялись эти цифры петельные, да? Мы для этого делаем умножение нашей плотности на величину в сантиметрах. То есть 49 сантиметров, первый размер 42, 44. Умножаем на нашу плотность по горизонтали. Мы ее только что определили, вот 2,2 петли в 1 сантиметре. 49 умножить на 2,2, это будет 107 петель. Вот так мы 107 и записали. Теперь как расположить узоры? Сразу же распределяем. Значит, 107 надо разделить на 6. Это число петель в раппорте. Получается целое число. У нас с вами 17 раппортов. Да? Давайте посчитаем. 17, если мы умножим с вами на 6, то это будет 102 петли. 3 петли мы делаем для симметрии, мы вязали в узоре, вы видели, да? 3 петли изнаночные у нас идут для симметрии. Крайне правые они всегда вяжутся. Плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот наши 107 петель. То есть я пишу, что это 17 раппортов. 17 раппортов по 6 петель, да? Плюс 3 петли для симметрии. Плюс 2 кромочные. И в сумме это 107 петель. Вот такая нехитрая арифметика. 17 раппортов, 6 петель, 3 петли по 6 петель. 3 петли для симметрии, 2 кромочные, получается в сумме 107 петель. Для второго размера я сделала тот же самый расчет, 119 петель. И как распределяем узоры. Смотрите, 119 также делим на 6. 119 делим на 6, получаем с вами вот целое число 19 раппортов. 19 умножить на 6, это будет 114 петель. И плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот наши искомые 119 петель для размера 46-48. Шириной спинки 54 сантиметра. Для третьего размера 125 петель. Ну, смотрите. 125 также мы поделим с вами на 6. Это число петель в раппорте. Это 20 раппортов. 20 умножить на 6. 120 петель. Плюс 3 петли для симметрии. И плюс 2 кромочные. 125 петель. Понятно, откуда это взялось, да? 125 петель, то есть это 20 раппортов уже. Так, ну и четвертый размер, 131 петля. Значит, смотрите, 131 делим также на 6 число петель в раппорте. Это 21 раппорт по 6 петель, в сумме 126. Не в сумме, а в произведении посчитали. 126 плюс 3 петли для симметрии, плюс 2 кромочные. 131 петля. Понятно, да? Из чего это все сложилось у нас. Так,
Теперь, что далее у нас с вами? Ну вот здесь по выкройке я определяю, что планка у нас вяжется в высоту 10 сантиметров резиночкой 2 на 2. Вот. Здесь же мы вырез горловины, считаем, сколько придется петель. Если у нас берем от маленького размера, пляшем, вот 20 сантиметров ширина выреза горловины, да? То есть мы 20 должны умножить с вами на нашу плотность по горизонтали 2 и 2. Получим 44 петли. У нас везде с вами участвует нечетное число, поэтому я начала 43, для второго размера 45, для двух следующих размеров по 47 петель я сделала ширину выреза горловины. И затем все, что осталось, это петли плеч. Я их уже посчитала: 32, 37, 39, 42, в зависимости от наших размеров. Теперь, когда вы будете вязать, значит, смотрите, такая особенность у нас с вами. У нас будут высота, длина изделия, я сделала на маленький размер 58 сантиметров, это средний рост. И в зависимости от вашего размера, вот здесь вот ширина проймы у нас будет на первые два размера по 20 сантиметров, на третий размер, это тот, который 50-52, 21 сантиметр, и на четвертый 54 я сделала 22 сантиметра. Вы эту величину, конечно же, можете под себя, хотите пошире рукав, сделайте побольше, пошире. В принципе, поуже, наверное, нет смысла. Вот. Теперь, что еще здесь важно? Важные моменты. У нас рукав, посчитать скос рукава. Я сделала планку также 10 сантиметров в высоту, резиночкой вы вяжете 2 на 2. Затем равномерно в последнем ряду прибавляете петельки. Вот, по-моему, там по 7 петель мы прибавляем, чтобы получилось на первые два размера 59 петель, на вторые два размера 65 петель. А изначально набор идет 52-52, 58-58, в зависимости от размеров, да? Это для резиночки. А затем в последнем изнаночном ряду мы делаем прибавки по 7 петель равномерно, и у нас уже выходит на узор. По узору здесь также, смотрите, 59, как определить, сколько раппортов? 59 также делим на 6, это число петель в раппорте, это 9 раппортов целых, 9 на 6, 54, плюс также 3 петли крайне правые для симметрии, плюс 2 кромочные. Вот отсюда взялись 59 петель, да? Вот, а откуда взялись 65? Ну, это еще один раппорт добавляется, дополнительный, для следующих двух размеров последних. Теперь по верху рукава также мы определяем с вами, я также считала с использованием нашей плотности 87, 87, 93, 95. И, соответственно, вычитаем из большой цифры 87 по низу 59, получаем 28. Делим на 2, у нас 2 скоса, на каждый скос прибавки будут 14 раз по одной петле, справа и слева одновременно это делается. Как распределить эти прибавки равномерно, чтобы их делать? Для этого нам понадобится понятие вертикальная плотность. Любой вертикальный размер, девочки, надо переводить с использованием вертикальной плотности в ряды и вязать не по сантиметрам, измеряя сантиметрами, да, а рядами измеряя. Смотрите, вот у нас стоит на первый размер, стоит мерочка от планки до проймы 28 сантиметров. Мы их должны с вами умножить на вертикальную плотность. Мы ее посчитали. В 1 сантиметре 2,5 ряда. То есть 28 сантиметров умножаем на 2,5, получаем 70 рядов. Пишем 28 сантиметров равно 70 рядов. Когда будете вязать, именно так и делаете. Не сантиметрами измеряете до проймы расстояние, а рядами. Ставите здесь отметку и дальше продолжаете вязать опять рядами, руководствуясь. Также у нас у рукава, смотрите, конечно, эта мерка должна быть сугубо индивидуальная, поскольку у нас размеры разные. Ну вот я взяла среднюю величину 36, то есть планка у нас связалась, и от планки я до конца рукава 36 сантиметров. Также 36 я умножила на плотность по вертикали 2,5, получила 90 рядов.
И теперь эти 90 рядов мы должны поделить на количество петель, которые нам надо прибавить по каждому скосу. Мы 90 делим на 14. Получаем вот такое число 6, целое число 6. То есть мы будем делать прибавки в каждом шестом ряду. Для всех размеров почти одинаково получилось. В каждом шестом ряду, не почти, а вообще в каждом шестом ряду. Единственное, только 14 раз у нас будут прибавки для первых трех размеров и 15 раз для третьего размера, где количество петель самое большое, 95. Вот. Ну, в общем-то, все, что я хотела, все главное я вам рассказала. Вот, как оформить вырез горловины, вот это скругление сделать. Описание будет под видео выложено для вашего удобства. Я думаю, что вы без проблем прочитаете и свяжете по описанию. Либо вы по аналогии со мной сделаете свой расчет плотности, если у вас будет другая пряжа. И своими мерками также сделайте небольшой перерасчет для себя под свои размеры. Вот. Ну а так, в принципе, очень простой узор, очень простая выкройка, очень простой расчет, согласитесь. Я желаю вам удачи. Джемпер заслуживает большого внимания, поскольку не только он простой, но любая мастерица его сможет без проблем связать, быстро связать, это очень немаловажно, да? Вот. И он довольно эффектный. До новых встреч, мои хорошие!